Привет, это Алексей Навальный, и со мной в студии пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Борьба с коррупцией в России – это планомерная работа, которая имеет своей главной целью создание атмосферы тотальной нетерпимости к коррупции в любом ее проявлении. Какая классная фраза! Мы, правда, хохотали, когда ее услышали, потому что произнесена-то она одним из самых конченых жуликов и коррупционеров. Да и где произнесена? На Совете законодателей такое специальное было совещание по вопросам коррупции, где главные участники были, внимание, Вячеслав Володин, который до сих пор не может нам объяснить происхождение вот этого вот прекрасного дворца стоимостью 152 миллиона рублей. Валентина Матвиенко, чей сын стал главным застройщиком в Санкт-Петербурге, когда она там работала губернатором. Ну и вел вот это заседание против коррупции главный босс мафии, сам Владимир Путин, перечислять богатство которого мне просто не хватит времени в этом ролике. Это все ужасно уморительно и отлично показывает, что никакой борьбы с коррупцией при нынешней власти не будет и быть не может. Но фраза-то действительно классная. И вы знаете, что я подумал? А давайте сделаем ее официальной целью наших митингов 12 июня. Уже 91 город записался для проведения акции. Я уверен, что их будет больше. Это День России, официальный праздник. Мы выходим под российскими флагами. И в заявке на митинги мы так и запишем словами Кремля. Целью митинга является создание атмосферы тотальной нетерпимости к коррупции в любых ее проявлениях. И на митингах мы заявим, как есть, что мы относимся с тотальной нетерпимостью к дворцам, яхтам и виноградникам Медведева. Мы относимся с тотальной нетерпимостью к часам на руке Дмитрия Пескова стоимостью 37 миллионов рублей, к его медовому месяцу на яхте, недельная аренда которой стоит 26 миллионов рублей, к его дому стоимостью 1 миллиард рублей. Мы с тотальной нетерпимостью относимся к тому, что у нас министр сельского хозяйства одновременно и министр, и крупнейший землевладелец в России. Мы с вот этой тотальной нетерпимостью относимся к семикомнатной квартире директора пенсионного фонда стоимостью 240 миллионов рублей. Мы с тотальной нетерпимостью относимся и к самому Владимиру Путину, сделавшему миллиардерами всех своих друзей и соседей по дачному кооперативу, а своего зятя самым молодым долларовым миллиардером России. И вообще мы вот с тотальной нетерпимостью относимся к коррупции, которая разоряет нашу страну и делает население нищим, а узкую группу чиновников сверхбогачами. Подумайте сами, разве можно нам отказать в проведении митингов с такой тематикой? Мы же, можно сказать, напрямую выполняем поручения Кремля. Вот вышел бы, например, Дмитрий Медведев на такой наш митинг. Я думаю, он бы с такой тотальной нетерпимостью бы встретился, что с трудом бы ноги унес. В описании этого ролика есть ссылка на группу по проведению митинга в разных городах России. Не можете найти свой город? Отлично, сами подавайте заявку, сами связывайтесь с нами, значит, вы и будете организатором митинга у себя. Неважно, какого размера ваш населенный пункт, неважно, сколько придет народу. Для создания атмосферы тотальной нетерпимости к коррупции нам и одиночные пикеты, может быть, вполне сгодятся. Главное, не бойтесь и проявляйте активность, потому что если мы будем молчать, то борьбой с коррупцией вместо нас так и будут заниматься Путин, Володин, Матвиенко и Песков. Подписывайтесь на наш канал, здесь говорят правду.